Доброго здравия! Давайте поговорим нынче о зимних гуляниях. Хорошо бывает просто рассказывать о чем-то, но этого порой мало. Так слово костенеет, застывает в самом себе. Потому отрадно видеть, как вы дополняете нас знаниями, обсуждаете важные моменты и высказываете свое мнение. Именно так слово живет и передается всем живущим. В давние времена сами боги по земле ходили. Всякие чудеса тогда на свете случались, оживали мифы и предания древних славян, красивой и обильной была жизнь на земле. Люди природу почитали, тогда она им добром отвечала. Свежую весну, теплое лето, плодородную осень да студеную зиму дарила. На каждое время года свои радости находились. Не то что нынче, когда люди от земли оторваны, а леса и поля только на картинках видят, зиму без снега в пыльном городе коротают. Вспомним же мифы древних славян до традиции встречи зимних праздников. Раньше зима не помехой была для радости. Веселые шумные праздники именно в холодную пору проводились. Делу время, потехе час. Ведь пока работы в полях нет, надо успеть нагуляться, лето же не даст на печи лежать праздно гулять. Соберется зимой молодежь в деревне, днем гуляют и играют, вечером в одной избе сидят, мифы и предания древних славян слушают. И много было историй волшебных славянских мифов, таких как былички деда Матвея, что в книге «Боги и люди» рассказаны. Слушали древние мифы, сказания старины, под вкусный чай да варенье ягодное, все время просили стариков еще одну сказку рассказать. Но всему свой срок. Вечер заканчивался, и наступала пора по домам расходиться, прощаться с волшебными историями, славянскими мифами до следующего дня. На следующий день опять парни-молодцы, девушки-красавицы, а то и бойкие ребятишки на улице собирались. Песни веселые пели, с ледяных горок катались, в игры играли да между собой знакомились, присматривались. В ту пору много пар складывалось, свадьбы-то позже пойдут, после водокреса. А пока парни девушкам удаль молодецкую показывали в играх и состязаниях веселых. Зимние забавы лихие да шумные. Малым детям в них делать нечего, зашибут добрые молодцы ненароком, увлекшись игрой. Потому малыши с дедами дома оставались, по хозяйству помогали да все просили еще мифы и предания древних рассказать. Дольше всего готовились к игре во взятие снежной крепости. Рассказывают славянские мифы, что в некоторых деревнях для игры настоящие хоромы изо льда и снега строили. Деревенские парни возведением крепости несколько дней занимались, потом молодежь из соседней деревни в гости приглашали. Приходили все жители села на взятие снежной крепости, как на большой праздник. Девушки наряжались, белым снегом обтирались, водой талой умывались и красоту показывали, женихов высматривали. Парни перед ними вовсю храбрились. Сначала частушки веселые пели, над противниками подшучивали, рассказывали, как их одной рукой сломят, одним снежком перешибут. Потом штурм крепости начинался. Гости нападали, а хозяева оборонялись. Ох, и веселая это была потеха. Парни расходились не на шутку, игра в настоящий бой превращалась. Девушки своего милого высматривали, иногда и сами снежки подкидывали, помогали крепость защитить. После игры приглашали гостей из соседней деревни в теплую избу на посиделке. Приходили на вечерку с гостинцами, чтобы все могли полакомиться. А на вечерках уже другие забавы были. Играли парни с девками, танцевали и песни пели. Парни все старались такую игру придумать, чтобы девушки их поцеловали, да те и не против были. Сохранились у нас на севере предания и традиции предков, что таят мудрость жизни. Одно такое предание о встрече Каледы из книги Ольги Баяновой «Боги и люди» поведаю вам. 4 дня и ночи были в безграничной власти Марены. И сейчас Марена, наблюдая из своего хрустального дворца, как люди готовятся встречать Каледу, бога молодого солнца, поворачивающего природу на лето, только что не мурлыкала и не облизывалась, предвкушая, как же она повеселится, играя с людьми в свои игры. А с Яви уже доносилась песня, призывающая Каледу солнцеворот. Еще днем подготовили краду. Это такой большой костер, в котором к ночи зажгли даже не поленья, а целые бревна. Одно такое бревно было специально подготовлено для особого действа. Его нужно было горящим протащить вокруг всей деревни и вернуть обратно в краду.
На этот раз бревно балда, так называли его в деревне, благополучно протащили по снеговой дорожке, устроенной тоже заранее, и вернули горящим в костер. Успешное возвращение горящего бревна сулило радостное известие о счастливом годе. Все это время за людьми и их празднованиями наблюдала Марена. Праздник набирал свои обороты, парни и девушки, разбившись на пары, давали огненный заклят или клятву на верность, это когда прыгают через костер, не разжимая рук. Шумнее и громче раздавались по улицам песни и крики. В одном конце села звучало: «Уродился коляда, за рекою за быстрою», а на другом конце низкие мужские голоса пели: «Ой, коляда, коляда, мы пришли прославлять, да хозяев величать». Это отправились колядовать парни и девушки, распевая песни под избами и получая за это щедровки, калачи, круги колбасы и любую другую снеть. Набрав полные мешки, молодежь отправилась веселиться в самую большую избу, а кто не поместился, то в другие избы помельче. «Теперь уже скоро», — сама себе сказала Марена, — «вот тогда и я повеселюсь». Жаль, что древние славянские традиции сейчас не сохранились. Не строят больше парни снежные крепости, не следят за их игрой красавицы-девушки в народных одеяниях. Так хочется ненадолго очутиться в сказочном мире предков, к его чистым простым радостям прикоснуться. Может быть, и получится в своей жизни что-то из родных традиций воплотить, встретить зимние праздники песнями, народными забавами да веселыми играми. Бывает, что проводят в городах показательные выступления с народными танцами и песнями, но все такое далекое, нет в этом искристого счастья гуляющих и веселящихся. Радость нынче имеет образ мишуры, гирлянд и выступающих, а люди стали простыми зрителями всего этого. Многим важно постоять в стороне, чтобы их не заметили, ни в какие действия не втягивали. Где былая жажда повеселиться от души, себя показать и на других посмотреть? Что же изменилось с нашим народом? Друзья, не бойтесь делиться своими мыслями в комментариях, так мы можем обсудить эти важные для всех темы, найти ответы или еще больше вопросов. А можете просто поставить добрый знак, палец вверх. Это показывает нашему издательству, что не зря стараемся. Во благо! И не забудьте отдохнуть и повеселиться этой зимой.